Дорогие друзья и гости канала, всем привет, с вами Людмила. Сегодня приглашаю вас на вязание вот этих ботиночек, вторая часть у нас сейчас. Ссылочку на первую часть я подставлю под этим видео, вы найдете ее там. И мы будем продолжать вязать. Если вы до сих пор еще являетесь гостями нашего канала и не стали друзьями, сделайте это прямо сейчас. Нажмите на кнопочку подписаться, на колокольчик, и вы никогда не пропустите новые видео, которые будут выходить у нас на канале. А на канале сейчас уже огромное количество различных видео. Там вы найдете и ботиночки, и босоножки, и спортивную обувь, и обувь для детей, женщин, мужчин, в общем, все, что вашей душе угодно. А мы продолжаем вязать наши ботиночки, на чем мы остановились в прошлый раз. Мы провязали ряды для подъема, провязали переднюю часть и язычок. Сделали обвязку язычка, и вот сейчас здесь мы заканчиваем. Вот после обвязочки мы провязываем 2 соединительных столбика по боковой части, и нить мы здесь обрезаем. Все, это мы закончили. И теперь приступаем к вязанию дальше. Вот этот конец нити, который у нас остался, мы его никуда не деваем, мы потом его вяжем. Сейчас отсчитываем вот здесь вперед по боковой части 6 петель, в 7-ю начинаем вязать. Значит, вот здесь мы в этом первом ряду, который у нас есть над петлями, рядами подъема, вот здесь не очень удобно, конечно, но придется потерпеть. 7 петель нам надо провязать до боковой части. Провязываем просто столбики без накида. Конец нити сразу прячем в вязание, не обрезаем его и просто провязываем столбик за столбиком. Вот здесь, потому что у нас здесь будет потом привязываться клапаны, это боковая часть, и впереди будет у нас застежка. Не очень, конечно, да, тут плотненько заходит, но я думаю, что вы справитесь. Здесь вот этот, только вот эти 7 петель, столбиков первые, их провязать будет немножко так сложновато, как бы кажется. Дальше все будет проще. Но без этого мы дальше здесь уже не двинемся. Вот заканчиваем здесь, провязываем последние столбики. И дальше переходим на боковую часть, и по боковой части вяжем столбики без накида. Здесь мы не будем использовать никаких узоров. Все будет просто, но для этой модели чем проще, тем будет лучше. Провязываем мы вот сюда, там, где у нас заканчивается загиб пятки, поставим здесь маркер. Вот здесь вот загиб, мы сейчас вывяжем наклон пяточки, поэтому вот сюда довязываем столбики без накида до маркера, доходим до маркера, провязываем последний столбик без накида, маркер здесь снимаем, он нам больше не нужен. Вот смотрим от центра пятки между 3-й и 4-й, и на этой стороне тоже от центра пятки между 3-м и 4-м отверстием поставим маркер. Вот это у нас сейчас будет вывязываться наклон пяточки, поэтому разворачиваемся на изнаночную сторону. Со второй петли от крючка вяжем изнаночный ряд, тоже столбики без накида. Вяжем этот изнаночный ряд до маркера на той стороне. Дошли до маркера, маркер сняли. Все, на этой петле у нас заканчивается ряд. Последний столбик без накида, разворачиваемся на лицевую сторону
И провязываем следующий ряд, столбики без накида со второй петли от крючка. Двигаемся назад. Доходим до конца ряда, провязываем вот последний угловой столбик. Теперь смотрите, опускаемся в угловой столбик нижнего ряда, вот сюда. Немножко туговато будет, но ничего. Вытаскиваем, вытягиваем нить, держим ее на крючке. И теперь на первую боковую петлю еще раз. Получается 3 петли на крючке, провязываем их вместе. Провязали. И еще 2 столбика из 2 петель боковых. Еще второй столбик дополнительный получается у нас. И еще один третий. То есть мы один столбик дополнительный провязали с петлей с угловой, которую мы сделали, оставили на крючке, и потом еще 2 дополнительных. Переворачиваем изделие, изнаночный ряд со второй петли от крючка, вяжем назад. Доходим до конца ряда по пяточке. Столбики без накида. В конце ряда провязываем угловой столбик, также последний. Затем опускаемся в угловой столбик нижнего ряда. Вот сюда. Провязываем угловой столбик не до конца, то есть вытягиваем нить, оставляем на крючке. И дополнительный столбик по боковой части. Вот так вытягиваем нить. 3 петли на крючке провязываем вместе. Теперь еще один столбик дополнительный, второй, и третий дополнительный столбик. Разворачиваем вязание и вяжем лицевой ряд. Но теперь уже мы его будем вязать по пяточке и будем двигаться до боковой части. Провязываем столбики без накида, доходим вот сюда до боковой части, и здесь начинаем двигаться, уже дополнительные столбики провязывать. Берем, идем, и 7 столбиков нам надо довязать еще здесь, с этой стороны, как мы провязывали на той стороне. Так, угловую еще довязываем. Она угловая, мы можем ее сюда провязать. И дальше вяжем уже, захватываем петли вот этого ряда и провязываем столбики без накида. Точно так, как мы вязали с той стороны. Второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, и седьмой столбик. Вот так же. Так, теперь у нас с обеих сторон мы сделали вот такие по 7 столбиков. Здесь у нас загиб пяточки уже готов. И теперь начинаем вязать поворотными рядами. Вот сейчас разворачиваемся на изнаночный ряд и идем по изнаночному ряду со второй петли от крючка. Первую пропускаем, во вторую начинаем вязать столбики без накида.
провязываем в каждую петельку столбик без накида. Провязываем таким образом весь ряд до той стороны. Двигаемся по боковой части, затем по пяточке и доходим вот сюда, на эту сторону. Здесь дошли до последней петли, провязываем столбик последний. Разворачиваемся на лицевую сторону. Один столбик, который у нас остается, самый первый, мы в конце ряда будем не довязывать. То есть мы не доходим до самого-самого последнего. Со второй петли от крючка начинаем вязать дальше. У нас должен быть здесь довольно такой большой наклон, поэтому в конце каждого ряда мы одну петлю не довязываем, а начинаем ряд со второй петли. Сейчас провязываем весь ряд от начала до конца столбиками без накида, двигаемся по кругу вот сюда до конца ряда. В конце ряда провязываем последние столбики без накида. Последний оставшийся угловой столбик мы не довязываем. Оставляем его не провязанным, вот этот вот угловой, не вяжем. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Со второй петли от крючка начинаем вязать ряд. В этом ряду мы начнем делать узор. Будем вывязывать арочки. В этом в изнаночном ряду вот одна петля у нас на крючке. Теперь со второй петли довязываем еще 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Теперь вот у нас от этого края мы просто отступаем 5 столбиков и теперь будем вязать узор. Вот такие жарочки, как мы вязали впереди и на язычке. 4 воздушных петли, 3 петли пропустили, в четвертую столбик без накида. Первая арочка. Вот такие вот 4 воздушных петли, 3 петли пропустили, столбик без накида в четвертую, вторая арка. Дальше продолжаем и провязываем вот таким образом 8 арочек. Вот последнюю арочку, 4 воздушных петли, 3 петли пропускаем, в четвертую столбик без накида, и у нас получилось 8 арочек. Дальше мы просто в каждую петельку провязываем столбик без накида и вяжем столбики без накида до той стороны. С той стороны пятки нам нужно сейчас наметить, до какой петли мы будем вязать. Вот у нас тут 8 арочек, 5, 6, 7, 8. Вот, значит, мы должны на этой стороне отмерить тоже 8. Вот отмеряем 5 столбиков, просто мы провязываем от начала, и дальше 8 раз по 4 петли. То есть это 32 петли мы должны отсчитать для того, чтобы мы смогли на этой стороне тоже провязать 8 арочек. Вот я отсчитала 32 петли. Поставила сюда маркер
И до этого маркера я буду вязать просто по пяточке столбики без накида. Вот сюда. Дальше делаю точно такие же арочки и завершаю 5 столбиками без накида. Вот, дошла до конца ряда. 8 у нас арочек с этой стороны, 8 арочек вот с этой стороны. И теперь в конце ряда последний столбик довязываю, разворачиваюсь, оставляю недовязанным вот этот угловой столбик, развернулась, со второй петли от крючка начинаю провязывать столбики без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Вот сюда в угол у нас, видите, на один столбик уже получается меньше. И под арочку вяжу дальше просто столбики без накида, 5 столбиков. Под каждую арочку буду провязывать по 5 столбиков без накида. Пятый. Перехожу под следующую, провязываю 5 столбиков без накида, 2, 3, 4, 5. Дальше под следующую арочку. И таким образом обвязываю все арочки, до конца ряда двигаюсь. Обвяжем вот эти 8 арочек, потом просто столбики без накида, вот эти 8 арочек, и заканчиваем вот здесь 4 столбиками без накида. Не довязываю последний. Потом возвращаемся снова сюда и делаем тоже узор. Вот довязали последний столбик. На изнаночную сторону. Со второй петли вяжем 1 столбик без накида, второй столбик без накида, третий. Доходим таким образом до середины первой арки. У меня получается 4 столбика без накида я провязала. Вот, я на середине первой арки. Теперь набираю 4 воздушных петли, столбик без накида в середину следующей арки. Вот здесь 5 у нас было, поэтому 2 с одной, 2 с другой стороны пропускаем, и в центральную, в пятую столбик без накида. Снова 4 воздушных петли, центральную петлю арки, столбик без накида. 4 воздушных петли, центральную петлю арки, столбик без накида. Двигаемся так до пятки, пятку столбиками без накида, и с той стороны тоже делаем то же самое, провязываем арочки в шахматном порядке, присоединяя каждую арочку уже в центр арочки предыдущего ряда. Вот так, как я делаю здесь. Четыре воздушных петли. И в центр последней арочки столбик без накида. Вот так. У нас в первом ряду было 8 арочек, а в этом у нас будет 7 арочек. На одну арочку меньше. Вот мы дошли до середины. И дальше просто уже в каждую петелечку столбики без накида. С той стороны, когда мы будем начинать, мы тоже начнем с центра арочки первой. Вот так. Двигаемся, вяжем столбики без накида по пяточке. И на этой стороне доходим до середины, вот сюда,
И дальше присоединяемся вот так к каждой арочке. На середине последней арочки заканчиваем, провязываем 4 столбика без накида, заканчиваем ряд и дальше уже вяжем лицевую обвязку. Вот так, как мы вязали в этом ряду. Точно так обвязали по 5 столбиков в каждую арочку, и теперь изнаночный ряд. Изнаночный ряд мы вяжем сейчас столбиками без накида, убирая лишние столбики или петли, которые у нас в углах между арочек, для того, чтобы у нас потом верх не был широким, не морщинился. Сейчас мы их уберем, я поближе покажу. Вот, идем столбики без накида вдоль арочки, доходим вот сюда до угла между арочек и вот эту угловую петлю пропускаем. И сразу переходим на следующий столбик. Раз, два, на следующую арочку 3, 4 и 5 петлю лишнюю пропускаем. На следующую арочку переходим. Раз. То есть у нас получается обвязка над арочками уже как бы этот ряд не из 5 столбиков, а из 4, как оно и было в самом нижнем ряду, для того, чтобы лишние петли вот эти убрать. 5 пропускаем, на следующую арочку переходим. Все, мы этот ряд выравниваем от начала до конца ряда с этой стороны. Лишние убираем, и точно так же мы убираем их и с той стороны. Везде над арочками у нас получается по 4 столбика без накида. Вот этот угловой пропускается. Думаю, что это понятно. Не забудьте написать какой-нибудь комментарий под видео. Очень люблю, когда вы пишете. И это помогает продвижению моего канала. Когда вы активны, YouTube тоже активно продвигает мои видео. И нас становится все больше и больше. Такое большое сообщество друзей по вязанию, да. Вот, заканчиваем мы уже здесь над арочками провязывать все петельки. Дальше мы переходим уже на просто сплошной ряд столбиков без накида. Вот так провязываем до этой стороны. Здесь точно так. Все вот эти угловые петли между арочками мы должны пропустить. Все, вяжем до конца ряда. Дальше выше провязываем еще несколько рядов. Вот, смотрите, что у меня получилось. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов. Вот 9 рядов над арочками я провязала. На этом я сейчас здесь заканчиваю и перехожу сразу этой же нитью, не обрывая ее, вот сюда на боковую часть. По боковой части в каждый рядок провязываю столбик без накида от верха и до самого низа, до угла. Просто столбики без накида. Сейчас мы будем вязать передний клапан. Вяжем до низа столбики без накида. Здесь внизу в конце ряда доходим до самого-самого угла. Провязываем столбики до самого конца, потом воздушная петля подъема, разворачиваемся и следующий ряд начинаем вот здесь со второй петли от крючка. Первую пропускаем, из которой воздушная петля, а со второй начинаем вязать столбики без накида по лицевой стороне. Провязываем до верха. Наверху доходим до угловой петли, провязываем столбик без накида. Вот здесь последний в углу.
воздушную петлю подъема, разворачиваемся. И здесь нам надо, если внизу мы со второй петли от крючка начинали, то здесь нам необходимо с первой. Вот с этой, с которой идет воздушная петля подъема. Вот с первой петли. Сверху будем вязать с первой петли, чтобы верхний ряд был ровный. А внизу будем вязать со второй петли от крючка. Провязываем столбики без накида до конца вниз. Вот видите, вот так у нас должно здесь быть ровненько. Внизу доходим до угла. Провязываем последние столбики без накида. Вот угловой у нас тут последний столбик. Немножко туговатая петля, но она последняя угловая. Провязываем. Дальше воздушная петля подъема. Вот разворачиваемся и со второй петли от крючка начинаем вязать в обратную сторону лицевой ряд. Точно так же довязываем до верха. Наверху доходим до угла, до последней петельки. Вот наша последняя петля, провязываем ее. Дальше воздушная петля подъема, разворачиваемся и с первой петли от крючка вяжем изнаночный ряд. Вот с этой первой петельки. Сейчас максимально близко покажу, чтобы было понятно. Вот она, первая петля. Вот прямо та, из которой у нас выходит воздушная петля. Вяжем вниз сюда, а здесь начинаем второй ряд со второй петли от крючка. Вот, заканчиваем. И со второй петли, не с первой, с которой идет петля. Вот здесь у нас подскос, а здесь будет прямо. Вот таким образом будем двигаться. Вот я провязала 4 ряда. Сейчас провяжу еще, наверное, 3 или 4 ряда. Вот 1, 2, 3, 6, 7 рядов я провязала. Теперь по изнаночной стороне вяжу один столбик, второй столбик. Дальше вот здесь провязали 2 столбика. Теперь 3 воздушные петли. 3 петли пропускаю, в 4-ю столбик без накида. И еще один столбик без накида. 3 воздушные петли. 3 петли пропустила, в 4-ю столбик без накида. Еще один столбик без накида. И 3 воздушные петли. И заканчиваю ряд. Тут у меня осталась одна петля, ну вот тут я и закончу. Последний столбик без накида, воздушная петля подъема, разворачиваюсь и начинаю сразу обвязывать вот этот воздушные петли. 3 столбика под первую арочку из воздушных петель. Дальше 2 столбика над столбиками. Первый, второй. Опять 3 столбика под арку из 3 воздушных петель. 2 столбика над столбиками. Три столбика под арочку. У меня получилось 3 отверстия под шнуровку. Здесь много не надо, потому что шнуровка, она будет такая небольшая. И вот еще последние 2 столбика. Воздушная петля подъема. Разворачиваемся и вяжем еще изнаночный ряд. Опять начинаем здесь с первой петли, вверх,
наверху помним, да, что мы с первой петли от крючка сразу начинаем вязать. И в каждую петелечку провязываем столбик без накида. Здесь никаких петель не пропускаем, четко идем по количеству петель, провязываем такое же количество столбиков без накида. И я думаю, что еще раз я провяжу еще лицевой и изнаночный ряд. Сейчас посмотрю, закончу. Или, может быть, уже оставить и не провязывать, а потом будет еще ряд обвязки. Я думаю, что этого будет достаточно. Вот, заканчиваем последний. Все. Да, этого будет достаточно, потому что будет еще у нас идти ряд обвязки. Можно здесь уже нить обрезать. И с другой стороны сделать точно такой же клапан. Все, мы вот здесь делаем обвязочку. 3 отверстия под шнуровочку. И с этой стороны мы повторяем то же самое. Обрезаем эту нить. Потом мы конец нити вяжем при обвязке вязания. И теперь то же самое начинаем здесь вот с изнаночной стороны. Вяжем 7-8 рядов, точно так же по количеству, как мы вот с этой стороны провязывали, также вот так должно получиться. Теперь здесь обрезаем тоже нить и начинаем обвязку. Обвязочку вот отсюда с угла вокруг и вот здесь заканчиваем. Так, нет, я с этого угла начну, потому что обвязка у меня будет рачьим шагом. Я хочу обвязать рачьим шагом, так будет красивее, поэтому, так как я буду шагать назад, буду вот с этого угла начинать. Ну, я думаю, что рачий шаг вы знаете, как вязать. Если нет, я сейчас покажу. В принципе, вяжется точно так же, как мы вяжем обычные столбики без накида, только шагаем мы не вперед, а назад. Вот так. Делаем шаг назад в петлю. И затем провязываем столбик без накида. Делаем опять в следующую петлю шаг назад, протягиваем нить и провязываем столбик без накида. Все, и провязываем таким образом каждую петельку столбиками без накида, только рачьим шагом, то есть шагаем назад. Вот так. Конец нити ввязываем, чтобы он не оставался. И там, где мы обрезали концы нити, тоже забираем их под обвязку. Все, я думаю, что вы с этим справитесь. Здесь никаких сложностей нет. Немного непривычный шаг, конечно, когда мы вяжем столбик без накида, как бы задом наперед, да, то мы вяжем его шагая вперед, а теперь мы шагаем просто назад. Но принцип тот же самый. Вот здесь в угловой части в одну петлю провязываем 2 столбика и дальше уже по ровной движемся поверхности рачьим шагом от начала до самого конца ряда. Сейчас попробую поближе. Вот смотрите, шагаю в следующую петельку назад,
Вынимаю нить и провязываю столбик без накидов. Снова шагаю в следующую петельку и провязываю столбик без накида. Думаю, что ничего сложного здесь нет. Немного непривычно, но получается такой красивый ребристый слегка край обвязки. Можете обвязать просто столбиками без накида ровненько или какую-то другую придумать обвязочку, но мне вот хочется сюда именно эту, потому что моделька такая простая, ничего в ней такого нет, узоров никаких, поэтому я вот сюда беру эту обвязку. Она такая немножко уплотняет край и выглядит достаточно достойно. Все, продолжаем обвязку. Я думаю, что вы справитесь самостоятельно. Вот идете так, потом по пяточке, боковую часть и заканчиваем вот здесь, в конце. Все, когда мы обвязочку закончили, наши ботиночки готовы. Теперь конец нити мы спрятали. Теперь вот я здесь еще по краю, там, где у нас первые ряды подъема, я делаю обвязку. Обвязываю просто соединительными столбиками. Делаю 3 ряда соединительных столбиков. Вот таким образом в каждую петелечку протягиваю нить и провязываю соединительный столбик. Мне кажется, после этой обвязки будет красиво, ровненько, только сильно не затягивайте ее, если вы будете делать. Можно ее не делать. Но мне хочется, чтобы вот эти вот ряды подъема, они были четкими, красивыми, такими ровненькими. Я сделаю такую обвязку. Здесь нужно соблюдать главное правило, чтобы не затянуть, иначе будет некрасиво. Поэтому выдерживаем равномерное натяжение нити, такое, чтобы не сильно туго, но и не свободно. И провязываем соединительные столбики от начала до конца по кругу. Первый ряд, потом опускаемся вниз, второй ряд, и третий ряд я провяжу уже вот под самым рядом обвязки, то есть у самой подошвы. Это по желанию. Если вы не хотите этого делать, вы можете, в принципе, оставить уже эту модельку такой, какая она есть. Но все-таки с этой вот косичкой и обвязкой оно будет смотреться 100% лучше. И ровнее будет ряд. Вот видите, здесь идет обвязочка. Вот так по кругу проходим. Вот, и потом переходим на следующие 2 ряда. Вот, смотрите, как эта обвязка смотрится. Вот первый ряд, второй ряд и третий ряд. Вот таких соединительных столбиков. И получается очень и очень красиво. Получается ровненько, как будто бы на швейной машине. Ну и дальше я связала вот такой просто шнурок. Обычный, отмерила цепочку из воздушных петель и затем провязала просто столбики без накида по всей цепочке. Вот такая тоненькая получилась. Можете провязать потолще, можно ее просто купить, эту шнуровочку, и привязать любую другую. Все, вот наши ботиночки готовы, с чем я нас и поздравляю. Смотрите, какие они получились аккуратные, симпатичные, и я думаю, что любому они понравятся. Дорогие друзья, если этот мастер-класс вам понравился, не забудьте поставить лайк, подпишитесь на канал, обязательно нажмите на кнопочку подписаться и на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.
Переходите на канал, смотрите другие видео, их очень много. Сейчас в конце я поставлю ссылочки на другие интересные модели. Вы прямо можете перейти по ним и посмотреть. Делитесь этим видео в своих соцсетях и не забудьте написать комментарии. Пишите ваши впечатления о мастер-классе, пишите ваши пожелания, какие модельки вы бы хотели связать еще вместе со мной. Ну, а я желаю вам ровных и красивых петелек. До новых встреч!